Я беру 2 половинки куриной грудки. Весом 580 граммов. Филе нарезаю мелкими кубиками, как можно мельче. Курице добавляю 3 яйца. 1 полную столовую ложку сметаны. Вместо сметаны по желанию можно использовать майонез. Также к филе добавим зелени. Я порежу мелко пару веточек ароматного укропа. А также кладу чайную ложку сухой петрушки. Пол чайной ложки сухого молотого чеснока или зубочек свежего, хорошую щепотку черного молотого перца. И посолю эти ингредиенты половиной чайной ложки соли. Или добавляйте соль по своему вкусу. Все ингредиенты хорошо перемешаем. В эту ароматную куриную массу добавим немного муки. Вид муки берем по своему желанию. Чтобы блюдо было полезнее, я беру цельнозерновую ржаную. Ну и, конечно же, сразу перемешаем. 2-3 ложки муки будет достаточно. Последний ингредиент не обязателен, но он придает особую нежность и вкус блюду. Я потру 50 граммов сыра на мелкой терке. И, конечно, снова перемешаю этот куриный фарш. Сковороду разогреваю на среднем огне или меньше среднего. Добавляю растительного масла. Выкладываю сюда куриный фарш в виде рубленых котлет. Обжариваем такие котлеты или оладьи с каждой стороны до золотистого цвета. Благодаря тому, что курочка порезана мелко, а огонь на плите небольшой, филе успевает прекрасно прожариться. Как видите, рецепт очень простой, но пахнут они настолько аппетитно и получаются такими нежными и вкусными, что ждут с нетерпением их готовности даже те, кто уже сыты. Готовое куриное объедение снимаю на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы оно впитало ненужное нам масло. С этим рецептом никто больше не скажет вам, что куриная грудка получается сухой или жесткой. Если рецепт вас заинтересовал, готовьте с удовольствием эти вкусняшечки. А также я рекомендую вам сразу подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях. Я желаю вам здоровья, радости и приятного аппетита. Мы с вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео. Для простого, но очень вкусного ужина понадобится 1 половина куриной грудки. Она весит немного больше 300 граммов. Филе нарезаю небольшими кубиками. Затем я возьму 2 средних картофелины. Картошка весит почти 350 граммов. Я ее натираю на крупной терке. Немного отжимаю влагу с натертой картошки. И кладем ее к куриному мясу. Теперь эти 2 ингредиента мы посолим по своему вкусу. И также я добавляю щепотку черного молотого перца. И, конечно же, кроме этих базовых приправ, можно добавить ваши другие
любимые приправы. Дальше все нужно перемешать. И чтобы все распределилось равномернее, удобнее это сделать прямо руками. Дальше я формую такие небольшие плоские котлеты. Вот так у нас получается. Сковороду разогреваю на среднем огне. Добавляю немного растительного масла для жарки. Картофельно-куриные котлетки выкладываем в разогретую сковороду. Теперь эту вкуснятину обжариваем до румяного цвета с каждой стороны. А затем переворачиваем эту красоту. Аромат, очень аппетитный. Я считаю, что такое блюдо обязательно стоит попробовать. Как видите, все очень просто, быстро, экономно, а главное, очень вкусно и сытно. Как только эти картофельно-куриные котлеты зарумянились с двух сторон, я уменьшаю огонь до минимального и накрываю крышкой. Оставляю котлеты готовиться на 5 минут. Затем открываю крышку, переворачиваю котлеты и также готовлю еще 5 минут под крышкой. Получилось очень-очень вкусно. Я надеюсь, что этот рецепт порадует вас не меньше, чем меня. Готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Мы с вами увидимся, как обычно, в следующем вкусном видео.